Всем привет! Продажи новых автомобилей в России в мае текущего года существенно сократились. Беспрецедентный рост цен на фоне дефицита привел к тому, что новые автомобили просто перестали покупать. Даже в Москве после укрепления рубля сейчас есть автосалоны, которые за последний месяц не смогли продать ни одной машины. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Можно сказать, что у большинства покупателей в России наступил ценовой шок и стадия отрицания. Люди попросту не готовы платить огромные деньги за автомобили. При этом автокредиты на покупку машин россияне тоже брать не хотят, так как ставки увеличились почти в 2 раза. На этом фоне постепенно выправилась ситуация с наличием авто у дилеров. Российский рубль продолжает укрепляться, и в автомобильном сообществе вновь заговорили о возможном падении цен на новые машины, стоимость которых стремительно растет уже больше года. Новые авто сейчас действительно подешевели в большинстве дилерских центров. К примеру, за самый продаваемый автомобиль на российском рынке Lada Granta в базовой версии с 1,6 литровым двигателем на 98 лошадиных сил в автосалоне Москвы просят 961 тысячу рублей. В этом же дилерском центре несколько недель назад эту модель оценивали в 1 миллион 350 тысяч. Разница минус 28%. Дилер объявил, что они из-за резкого падения продаж ввели серьезные скидки. Далее давайте сравним цены Lada Niva Classic. В апреле за внедорожник просили 1,5 миллиона рублей, а сейчас базовую комплектацию оценивают в 1 миллион 120 тысяч рублей. Разница минус 25%. Дилеры заявляют, что у нас началась распродажа модельного ряда и действуют скидки. Теперь сравним цену Toyota RAV4 в базовой версии. В апреле она составляла 4 миллиона 504 тысячи рублей, а в мае уже 4 миллиона 100 тысяч. Разница минус 9%. Представитель дилерского центра подчеркнул, что курс рубля сейчас не является главным фактором. О чем тут можно говорить, когда разрушены все логистические цепочки, а машины с конвейера просто не сходят. Однако продажи машин тоже застопорились, а оборот средств в компании надо повышать. И в завершении хочу сказать, что в целом ситуация на рынке понятная, и я ожидаю дальнейшего падения продаж и цен. Ну и обещанная мною шутка юмора. Сынок, а у вас в садике уже топят? Нет, пап, пока только в угол ставят. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Заметили ли вы снижение цен? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, желаю вам, чтобы завтрашний день был добрым.